И вот теперь мы перейдем к известному в Индии йогу. Его зовут Лахири Махасая. Он жил в XIX веке, и умер он, по-моему, в 1895 году. А родился в 1828. Он жил на севере Индии, и это единственная его прижизненная фотография. Вот так он выглядел реально. Сколько раз его пытались фотографировать, и каждый раз, когда проявляли, все ученики вокруг сидели, а его не было. И один фотограф взмолился, подошел к нему и попросил, чтобы была хотя бы одна фотография его учителя. И он смилостивился и дал себя сфотографировать. И вот это вот единственная его фотография. Вот так он выглядел реально. Я прочитала книгу и всем вам ее рекомендую. Автор этой книги с вами Сатья Шваранда Гири. А называется книга «Лахири Махасая. Путеводная звезда крия-йоги». Давайте мы рассмотрим, как в Индии делят общество. В Индии общество делится на 4 класса. Вот самый высший класс – это брахманы. Это класс священнослужителей, чьи обязанности заключаются в поддержании религиозного культа. Следующий, более низкий класс – это кшатрии. Кшатрии – это класс воинов, чьи обязанности управлять страной и защищать ее от врагов. Еще более низкий класс – это вайшьи. Это купцы или торговцы, которые занимаются коммерцией с целью обеспечения экономической стабильности государства. И самый низший класс – это шудры. Класс сельскохозяйственных работников, которые выращивают съедобные злаки и служат 3 высшим классам. И вот Лахири Махасая был сам брахман. И когда он увидел, как неправильно в современном ему обществе в XIX веке эта система функционирует, используется, работает, и фактически приводит к духовному оскудению всех классов, он дал свой как бы комментарий, свою трактовку вот этой системы. Поскольку Лахири Махасая был великим йогом, он получал свои знания, подключаясь к другому уровню сознания. Он не получал ее на земном уровне. И подключившись к более высокому уровню, он смог увидеть, как реально эти 4 класса общества существовали когда-то, когда они только зародились. Это система подразделения общества по ведической культуре. И как он ее трактует? Брахман. Тот, кто составляет единое целое с высшим «я». Другими словами, тот, кто осознал Брахму, высшее «я», тот брахман. То есть это человек, который постоянно находится в Боге, в состоянии единства со своим высшим «я». Вот он брахман. Следующий – кшатрий. Тот, кто занимается крия-йогой или медитациями и носит свидетельство о внутреннем откровении между бровями, в 3 глазе, и кто не ждет от своей практики немедленного результата.
кшатрий. Вайшья. Тот, кто занимается крией или медитациями, но ждет от них результата. Например, появления оккультных сил или освобождения. Подобное ожидание результатов приводит к тому, что они обращаются к торговле или бизнесу, и возникают привязанности. И последний класс шудры – это тот, кто не видит истинного пути, не занимается никакими практиками. Эти люди должны кормить других и честно служить им, чтобы праведным образом жизни обрести истинный путь. Если мы вернемся к ступеням разума, сможем мы их показать? Ну, можно провести такую аналогию. Шудры – это те, которые находятся вот на этих вот двух ступенях физического и астрального плана. Шудры. Дальше вайши, получается, это вот это низший ментальный план. Это вайши. Вот здесь получается это кшатрии, и здесь получается брахманы. То есть каждому ступеню развития сознания соответствует своя ступень, которую человек занимает в обществе. Так было в ведической культуре, о которой так многие говорят, но никто не понимает, что это такое. Мы сегодня попытаемся понять, что такое ведическая культура. Можно переложить вот эти ступени, еще раз вернемся к классам общества. Вы легко можете себе представить, что те люди, которые возглавляют у нас государство, они все едины со своим высшим «я», да? Занимаются духовными практиками без ожидания результата. Так ведь? Я что-то не так говорю? У вас президенты в ваших странах все крия-йогой занимаются? То есть во главе стран у нас стоят шудры. Шудры. И отсюда вам станет понятно, о чем говорят владыки, когда говорят, что нужно восстановить истинную иерархию в обществе. Вы можете найти эти диктовки, по-моему, ни в одной диктовке это говорится. Они говорят о восстановлении истинной иерархии. Когда они об этом говорят, они имеют в виду вот эту иерархию. Но не так, как это в современной Индии, а так, как это было в ведическом обществе. Итак, давайте обратимся к последней цивилизации Золотого века, которую еще помнят на планете Земля. Мы знаем Йоги Бхаджана. Он умер в 2004 году. Он говорил о том, что когда-то, это было примерно 40 тысяч лет назад, на той территории, где мы сейчас с вами находимся, существовала ведическая цивилизация. Эта цивилизация располагалась на территориях, которые занимают степи России сейчас. Конечно, это не значит, что русские были носителями этой цивилизации. Просто эта цивилизация находилась на этой территории. И это была цивилизация, последняя цивилизация Золотого века. Благодаря Йоги Бхаджану мы узнали, что это было примерно 40 тысяч лет назад. И вот в то время собрались все мудрецы,
которые были продвинутыми йогами, и все были на ступени брахманов по своему уровню сознания. И обладая своим даром предвидения, они поняли, что когда-то мы с вами соберемся в этом зале, и у нас не будет ничего, что могло бы нам поддерживать наш уровень сознания, и поэтому нужно было о нас позаботиться. И самые лучшие умы, которые жили 40 тысяч лет назад, придумали систему, которую они назвали йога. И они думали, что благодаря этой системе мы с вами сможем успешно существовать в нашем окружающем обществе. Примерно 10 тысяч лет назад эта цивилизация Золотого века в связи с похолоданием перешла в Индию и облагородила Индию. Бхарата называется Индия. Бхарата на их языке она называется. Они облагородили ее вот этим ведическим знанием. Начиная с Веду, Панишат, вот это все оттуда, из России пришло. Но это не Россия была, это была другая страна. Давайте опять вернемся к Анне Безант. Анне Безант 100 лет назад давала лекцию «Введение в йогу». Это было в Лондоне. Какое определение Анне Безант дает йоге? Йога есть лишь ускоренный процесс раскрытия сознания. Другое определение. Йога – это рациональное применение законов раскрытия сознания, которые прилагаются человеком к самому себе. То есть йога – это индивидуальный метод. Метод каждого человека, который сам работает со своим сознанием с помощью определенного инструмента, который называется йога. Но это индивидуальная работа. Поэтому тогда, когда вы 2 раза в неделю ходите в кружок заниматься йогой, это не есть йога, это и есть физкультура. И то, что вы по утрам тут делаете, это тоже не есть йога. Чтобы нам понять, что такое йога, мы собрались на эту лекцию. Итак, еще раз зачитаем цитату из Анни Безант. Йога есть наука. Это старая истина, которой нужно овладеть. Йога не смутное, мечтательное блуждание воображения. Она наука в применении, систематический подбор законов, примененный для достижения определенной цели. Йога пользуется законами психологии, применяемыми для раскрытия всего человеческого сознания на всех планах, во всех мирах. И она применяет их разумно к каждому конкретному случаю. Это рациональное приложение законов развивающегося сознания действует с точностью и на тех же самых началах, какие применяются во всех остальных отделах науки. То есть йога – это совершенно определенная наука, которая была дана человечеству 40 тысяч лет назад, для того, чтобы оно могло развиваться. Благодаря работе над своим сознанием с помощью этого универсального инструмента, который называется йога. Слово «йога» произошло от санскритского корня «йодж» или «юдж», имеющего много смысловых значений. Упряжка, упражнение, обуздание, соединение, единение, связь, гармония, союз. Это в санскрите очень емкий язык, и одно слово, оно означает буквально целую поэму. Итак, вначале была только одна йога, которая была дана человечеству. Но за эти 40 тысяч лет эта йога немножко трансформировалась.
И она трансформировалась благодаря тому, что приходили разные люди, немножко по-своему все обучали. И поэтому сейчас существует очень много различных видов йоги. Наиболее известные среди них это раджа-йога, хатха-йога, крия-йога, кундалини-йога, какая еще есть, бхакти-йога, ну, много всяких разных йог, но все они как бы произошли от одной йоги. Сейчас мы перейдем к другому выдающемуся человеку, который жил во II веке до нашей эры. Его звали Махариши Патанджали. Вот он, это его статуя, ну, очень серьезный мужчина. Махариши Патанджали. Он жил во II веке до нашей эры. В чем его основная как бы заслуга перед человечеством? Он впервые провел систематизацию принципов, лежащих в основе йоги. И изложил это в своем труде, который называется «Йога-сутра». Йога-сутра Патанджали. Йога-сутра Патанджали. Этот документ невозможно читать, я его читала. И существует очень много переводов. Он написан на каком-то индийском языке, я сейчас не знаю точно на каком. И он переведен, но поскольку те люди, которые переводили, они не понимали, что они переводят, то поэтому понять этот документ, ну, я не смогла. Вы попробуйте. Я вам рекомендую. Йога-сутра Патанджали. Но самое главное, что есть у Патанджали, это как бы четкое подразделение йоги на 8 ступеней. Итак, овладение йогой занимает 8 ступеней. Первая ступень – яма, вторая – нияма, третья – асана, четвертая – пранаяма, пятая – пратьяхара, шестая – дхарана, седьмая – дьяна и восьмая – самадхи. 8 ступеней йоги. Давайте рассмотрим их подробно. Это очень важно. Мы же йогой занимаемся. Итак, первая ступень – яма. Соблюдение моральных заповедей и законы поведения в социуме. Вам это ничего не напоминает? Танюша, покажи, пожалуйста, нам. Итак, яма. Вернемся к яме. Это соблюдение всеобщих моральных заповедей и законы поведения в социуме. Яма разделена на 5 частей. Самый главный принцип – ахимса, ненасилие. Ахимса. У нас есть кодекс, и в нем есть такой пункт. Я не причиняю вреда ни человеку, ни животному, ни природе. Я отношусь с любовью и бережностью к ближним и своему родному дому, матушке земле. Да? Непричинение вреда – это высшее правило морали, главное из всех ям. Йогин не только не должен сам не причинять вред другим, но также не должен быть побочной причиной вреда и не должен побуждать другого на совершение вреда. Ахимса практикуется на 3 уровнях. В поступках заключается в безусловном, беззлобном отношении ко всем живым существам во все времена и в любых ситуациях. В словах – воздержание от сплетен. В мыслях – воздержание от дурных или осуждающих мыслей. Ахимса также рассматривается как любовь ко всему существующему. На первой ступени
Кроме ахимсы, еще важная часть – сатья. Сатья – это правдивость и честность. Противоположное качество – это лживость и лицемерие. Вот до тех пор, пока человек не правдив, он не может стать йогом. Правдивость рассматривается также на 3 уровнях. В поступках – это отказ от лжи, клеветы, оскорблений, ругани. В словах – контроль над речью, практика молчания. И в мыслях – воздержание от высмеивания того, что другие считают священным. Благодаря вот этой части сатья, вот, например, известная дискуссия была в средствах массовой информации по поводу карикатуры на пророка Мухаммеда. И еще другие говорят, это же свобода слова, да? Это же свобода слова. Почему мы не можем карикатуру сделать на пророка Мухаммеда? И серьезно они это дискутируют? Это же уму нерастяжимо, куда общество зашло-то. Следующий принцип астея. Не укради или не укради. Но здесь подразумевается не только присвоение чужого имущества, но и присвоение мыслей, там, продуктов какого-то интеллектуальной собственности. То есть нельзя ничего чужое присваивать. Брахмачария. Брахмачария – это сдержанность и контроль над половым влечением. В Кодексе участника за нравственность мы это заложили в 5-м пункте. Я выбираю честность, правдивость и искренность, нравственную чистоту, простоту и скромность в общественной и личной жизни. Вот мы здесь подразумевали в том числе и сатья, и брахмачария. То есть несколько в одном. Брахмачария переводится буквально как поведение брахмана и подразумевает построение жизни в соответствии с духовными идеалами. Это скорее состояние ума и духа. Многие мудрецы и йоги были женаты и выполняли социальную функцию. Брахмачария – это контроль над влечением в делах, речах и мыслях, преданность своей семье. А чуть позже, если будет еще интересно, мы вернемся, как ведическая философия рассматривает семью и брак, если это интересно. Следующая часть – это апариграха. Апариграха, да? Бескорыстие, нестяжательство. Не копить, не собирать, не принимать дары. И йогин тренирует свой ум не ощущать недостатка ни в чем. Тогда, когда он в чем-то действительно нуждается, все приходит к нему без каких-либо усилий в надлежащее время. То есть тогда, когда мы беспокоимся о чем-то, боимся, что у нас не хватит еды, денег, что у нас там чего-то не будет, до тех пор, пока мы об этом беспокоимся, мы всего этого будем лишаться. Но тогда, когда мы доверимся Богу, чтобы Он о нас беспокоился, тогда все это будет приходить к нам само собой, естественно, в надлежащее время. Только наш страх стоит между божественным изобилием, которое нам изначально предначертано. Равнодушие к вещам дает спокойствие. Это мы рассмотрели первую ступень Патанджали – яма. И вторая ступень – это нияма. Внешнее и внутреннее очищение через самодисциплину или индивидуальные правила поведения, дисциплинирующие практикующего. То есть это работа со своими качествами, со своими недостатками, и этому уделено огромное количество диктовок владык. Как этим заниматься? Там даны прям конкретные рекомендации, пошагово. Первое, вы должны понять, что у вас это есть. Второе, вы должны пожелать от этого освободиться. И третье, вы должны попросить Бога, чтобы Он вас от этого освободил.
И все. Итак, нияма также разделена на 5 частей. Сауча, Сантоша, Тапас, Сватхьяя, Ишвара, Пранитхана. Вот это на санскрите так звучит. Сауча — это чистота. Благодаря этой практике мы достигаем чувства отстраненности от тела. Если мы вернемся к кодексу, тут есть такой пункт, который называется, 7-й пункт, называется «Я следую здоровому образу жизни». Итак, сауча рассматривается на 3 уровнях. Чистота тела. Это практика крии, асаны, пранаямы. Гигиена, ношение чистой одежды, поддержание жилища в чистоте и порядке. И самый трудный пункт, знаете какой? Вот в этой сауче. Я его еще не назвала. Он называется так: физическая и энергетическая чистота принимаемой пищи. Вот этот пункт невозможно выполнить в современных условиях. Один из всех. Потому что продукты у нас растут в магазине, на полках. Правильно же, да? А те люди, которые эти продукты производят, они же все брахманы. Вот, поэтому они эту пищу нам готовят, потом они туда добавляют этих ингредиентов в виде это гомогенетические сои, там, что они там еще, всяких там консервантов, все это туда добавляют, мы все это покупаем. Мало того, что это энергетически уже нельзя есть, оно несовместимо с человеческими вибрациями, оно еще и химически никак несовместимо. А мы все это берем и кушаем. Вот. В самом начале лекции я рассказывал о том, что наши клетки, они вибрируют на определенной частоте. Ну, у меня это в лекцию не вошло, но я читала, что там есть 3 вида пищи. Одна пища, которая соответствует, сатвическая, по-моему, она называется, саттва, гуна благости. Потом есть раджас, это раджасическая пища. И последняя тамас, это соответствует гуне невежества. Ну вот вся наша пища соответствует гуне невежества. Поэтому, когда мы едим эту пищу, которая соответствует гуне невежества, мы не сможем заниматься йогой. Понимаете? Это камень преткновения всего. Мы не сможем заниматься йогой до тех пор, пока мы не будем принимать достойную человека пищу. И вот это самый трудный пункт, который труднее всего выполнить. Для того, чтобы пища соответствовала вибрациям человека, для этого мы должны заботиться о том, чтобы пища была саттвической. То есть это только что сорванное, это зерна, плоды с грядки, морковка, свекла, картошечка, там, укропчик, помидорки, огурчики, злаки, рожь, овес, пшеница. Без химии, без пестицидов, своими руками, своими вибрациями. Если молоко употребляем, значит, корова должна быть своя. Что она ест, корова? Чтобы она не на помойке паслась и не вдоль дороги, а нормальную пищу ела. Понятно, да? То есть противоположные нам силы, они уже давно побеспокоились о том, чтобы мы не только не занимались йогой, но даже не способны были понять, что это такое. А для этого нам дали подходящую пищу. Понятно, да? И вот это самый трудновыполнимый пункт, на мой взгляд. Ну,
Ну, следующий пункт – чистота речи. То есть это сейчас мы смотрим, я возвращаюсь, мы рассматриваем нияму, вторую ступень Патанджали, и саучу, чистоту, да? То есть мы рассмотрели чистоту тела, теперь чистота речи. Это соблюдение норм языка, хорошая дикция и нравственность высказываний. И чистота мыслей. Отсутствие отрицательных эмоций, таких как ненависть, гнев, страх, алчность, гордыня, страх, вожделение и тому подобное. Это то, как владыки учат нас. Никаких негативных чувств не должно быть. Следующее – сантоша. Сантоша – это удовлетворенность. Если мы возьмем наш кодекс, это пункт 6. Я стремлюсь к возвышению своего сознания и позитивному мышлению. То есть это поддержание постоянно позитива, внутреннего позитива. И одно из главных учений, которые дают владыки, вот я знаю, что Господь Сурья давал это учение, не поливать энергией своего внимания негатив. То есть тогда, когда мы обращаем внимание на негативные вещи, мы автоматически начинаем их усиливать своей энергией божественной. Да? Поэтому одно из правил йоги – это думать все время о хорошем. То есть поливать своей энергией правильные божественные образцы. Поэтому противоположные силы уже давно побеспокоились. И весь эфир, все СМИ, все наводнено только чем? Катастрофами, убийствами, взрывами, войнами, терактами. И все это мы поливаем и поливаем энергией своего внимания, она становится все больше и больше с каждым днем. У меня папа был, он говорил так: если человека 5 лет называть свиньей, то он захрюкает. Сколько лет мы уже всю эту галиматью смотрим. Владыки почти в каждой диктовке говорят: не смотрите телевизор. Поднимите руку, кто не смотрит телевизор. А кто смотрит телевизор? Они теперь постесняются. Но есть люди, которые смотрят телевизор. Для них путь йоги закрыт. Надо выбирать. Вторая ступень – нияма. Третья часть – тапас. Это строгость, аскетизм и самоограничение. Практика тапаса закаляет волю, что дает йогину силу тела и ума, мужество и мудрость. Тапас – это длительное сидение, длительное молчание и так далее. Мы с вами с 2009 года по моему личному распоряжению проводим эту практику 3 раза в день. В 2009 году, когда мы проводили здесь первый семинар, Мария Эллен приезжала, я запретила всем во время еды разговаривать. И вот мы уже 6 лет пытаемся это достичь. Вам удается? Во время еды не разговаривать. Получается? Не то, что там это вообще говорить, а даже жестами нельзя говорить. Полная концентрация на внутреннем молчании, на Боге. Во время еды. Это же естественно. Все так и делают. Нет? Что-то не то говорю? А? По-моему, это не менее достижимая вещь, чем пища. Да. С пищей у нас не все благополучно. Да. Ну вот зато следующий пункт – сватхьяя.
самообразование, изучение себя и изучение через себя. Вот с этим у нас благополучно. У нас сейчас мы этим и занимаемся. Это университет этики жизни, Сириус-центры, диктовки мы читаем, розарии, вот это все к этому относится. Вот с этим у нас все благополучно. И последняя, это уже получается 5-я часть, это вера в Бога. Вера в Бога. В очень многих диктовках говорится о вере в Бога. Без веры в Бога никакая йога невозможна. Мы закончили 2-ю ступень Патанджали и приступаем к 3-й ступени. 3-я ступень называется асана. Асана – это поза положения. Патанджали учит тому, что поза должна быть устойчива и удобна. Это достигается расслаблением и сосредоточением. Неподвижное и комфортное состояние физического тела называется асаной. Система асан вырабатывалась тысячелетиями, и каждая из них обеспечивает широкое и избирательное воздействие на мускулы, нервы, органы или железы организма. Основное назначение асан – сделать ум и тело здоровыми, управляемыми и безотказными. Но это лишь средство настройки ума и тела. Не следует останавливаться на этом промежуточном этапе, даже достигнув его высот. Если человек встает на культ тела, он погиб для йоги. Только гармоничное развитие физических способностей и душевных качеств обеспечивает единство, которое называется йогой. Сейчас мы посмотрим на фотографию Лахири Махасаи. Это йог высшего класса. Он мог телепортироваться, все что угодно делать, но тело его не выглядит ухоженным. Да? Потому что он концентрировался на Боге, а не на физическом теле. Итак, следующая ступень – это пранаяма. Пранаяма – это контроль над дыханием. Это вдох, выдох и задержка дыхания. Прана – это энергетическая основа всего сущего. Это жизненная энергия, физически проявляющаяся в дыхании. А аяма – это расширение. Поэтому пранаяма – это увеличение жизненной энергии через контроль и регуляцию ее потока в теле. Пранаяма. С помощью пранаямы удаляются покровы, скрывающие внутренний свет. Научившись управлять дыханием, йогин получает возможность контролировать чувства, что позволяет ему перейти к следующим ступеням. Понятно, да? То есть ступенька за ступенькой. Не научившись контролировать дыхание, бесполезно контролировать чувства. Потому что от того, как мы дышим, зависит, насколько мы контролируем свои чувства. Если мы спокойно дышим, то мы спокойны. Если мы дышим, мы становимся беспокойны, как собачки. И следующая ступень – это пратьяхара, контроль над чувствами. Это вкус, прикосновение, запах, зрение и слух. Вот все, что является предметом наших чувств, вот все это должно для нас перестать существовать. Мы должны быть полностью сосредоточены на внутреннем. Если мы хотим заниматься йогой, то все, что вовне, что является привлечением, на чем основана вся реклама? Это красивые картинки вот так вот быстро показывают, чтобы мы туда вот так смотрели и ни о каком Боге даже не думали. То есть весь мир сейчас устроен так, чтобы завладеть нашим вниманием и чувствами, чтобы мы постоянно кормили эту индустрию
непонятно куда нас ведущую. А для того, чтобы нам вернуться к Богу, нам нужно все наши чувства направить внутрь. Вот это будет внутренний путь. Отвод органов чувств от всех мировых желаний и искушений, фиксация их на чистой природе ума и есть пратьяхара. То есть, если мы вернемся к диктовкам владык, то очень многие из них посвящены как раз выработке непривязанности к желаниям, контролем над чувствами. Вот. И даются простые рекомендации, как этого достичь. На первом месте не смотреть телевизор. То есть наши чувства, они изначально направлены наружу, потому что мы шли по пути наружу, да? А теперь мы должны повернуться и идти внутрь. Так вот, первое, что нам надо делать, это наши чувства направить внутрь себя. Пратьяхара – это освобождение ума от власти чувственных объектов, отвращение чувств от привязанности внешнего мира. Йогин уничтожает мысли, порожденные невежеством и мраком, и культивирует в себе все чистое и светлое, что дает ясность ума. Эта практика ведет к правильному сосредоточению и медитации. И мы дошли до дхараны. Можно перевести как сосредоточение. То есть это концентрация на объекте или на самой практике. Сосредоточение. Задача йога в этом случае — научиться удерживать мысль на одном предмете, реальном или воображаемом. Для истинной концентрации необходимо полное спокойствие тела, дыхания и сознания, что достигается на предыдущих ступенях. Но опять же, весь внешний мир нас пытается вывести из этого сосредоточения. То есть используются специальные технологии, вот современные, даже, скажем, не новости, а просто художественные фильмы, они теперь подаются в такой манере, какого-то мелькания постоянного, и это как бы приводит к тому, что человек после просмотра этих фильмов не может ни на чем сосредоточиться. То есть это специальные технологии, которые приводят к тому, чтобы человек никогда не был способен медитировать, никогда в этой жизни уже. И если человек с детства смотрит телевизор, эта жизнь для него потеряна. Он не сможет. Все, что делает наше вот это телевидение, оно просто заставляет нас как бы не испытывать сосредоточения никогда. Мы все время в процессе. По одному телефону разговариваем, на другом играем, в это время смотрим в компьютер или новости, или еще что-то. Мы все время в процессе, мы ни на чем не можем сосредоточиться. Абсолютно ни на чем. Мы делаем прямо противоположное тому, что рекомендуют мудрецы. Но при этом мы думаем, что мы идем к Богу. И вот, наконец, мы дошли до практики медитации. Дхьяна — это санскритское слово, которое переводится как медитация на латинском. Поняли, да? Эти ступени давайте еще раз посмотрим все. То есть вот, чтобы было понятно, вот она медитация. Вот если мы успешно прошли яму, нияму, асану, пранаяму, пратьяхару, дхарану, то уже дхьяна сама собой нам поддастся. Это медитация или созерцание. Непрерывный полет сознания, нерушимый как поток масла, зафиксированный на внутреннем благоприятном объекте, и есть дхьяна. Осознание себя через концентрацию ума на себе и есть дхьяна.
Есть общепризнанные практики медитации. На первой ступени человек концентрируется на какой-то твердой форме. Ну, например, буддисты, они медитируют на статую Будды. И они как бы сосредотачивают свое внимание на твердом объекте и вот, собственно, достигают такой концентрации, что впадают в медитацию. Медитация – это высшая форма концентрации. Но потом, на следующем этапе медитации, вы уже устраняетесь от этого объекта. Вы медитируете на Боге, а Он не имеет формы, Он бесформен. Вы сосредотачиваетесь, не имея внешнего объекта. Это две ступени просто медитации. Одна называется, это сагуна дхьяна, это медитация на объект, и ниргуна дхьяна, субъективная медитация. И если мы вернемся к тому фильму, который 5 минут я вам вначале показывала, я там об этом говорю. Вы, наверное, не помните, это было уже 2,5 часа назад. Я там говорю о том, что вначале я медитировала на лике владык, но сейчас мне не важно это, потому что я концентрируюсь сразу на Боге. Это просто две ступени. Сначала вы концентрируетесь на внешней форме, а потом на ее содержании. Просто 15 лет, каждый день. И вот мы дошли до заключительной ступени, которая называется самадхи. Самадхи – это высшая точка медитации, совершенное самоуглубление, где, собственно, и происходит соединение йога с духом Вселенной. Когда медитирующий, объект медитации и процесс медитации становятся едины и не могут быть отделены друг от друга. Это состояние называется самадхи. Самадхи – состояние равновесия, в котором душа индивидуума и верховная энергия сливаются в одно. Это адвайта или отсутствие дуальности. И конечная цель йоги – это самадхи. Поэтому многие говорят, что йога – это самадхи. Для человека, который не знает, что такое йога и что такое самадхи, это полная чушь. Но йога – это самадхи. До тех пор, пока вы не владеете самадхи, вы не йоги.